Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю возродить еще одну сказочную легенду, а именно легенду про единорогов. И предлагаю в этом фильме собрать всю информацию, которая бы подтвердила, что действительно еще в недавнем прошлом наша жизнь была сказочная, и одним из представителей этой сказки были единороги, которые жили и составляли обычную часть биосферы прошлого, которая погибла в глобальной катастрофе, после которой мир изменился до неузнаваемости. И поэтому, когда многие люди спрашивают, а зачем вы рассматриваете сказки, ведь это что-то выдуманное, мы их рассматриваем для того, чтобы понять, что по-русски сказка – это сказ, то есть повествование о событиях. На самом деле это просто рассказ о тех событиях, которые происходил. Ну, например, о тех же техногенных чудесах. Ну и, соответственно, рассказ о биосфере прошлого, которая для нас является сказочной. Ну, а для того, чтобы это определить, на самом ли деле это действительно повествование о прошлых событиях, я предлагаю собрать информацию. Вы замечали, что после болезни организм восстанавливается все дольше, а прежняя зарядка иммунитета уже не работает. Врожденная защита дает сбой, и ей нужна серьезная поддержка. Здесь на помощь приходит синтезит иммуноактив. Я уже рассказывал, что его основа – это особая молекула железа, которая не просто добавляет его в кровь, а помогает нормализовать саму работу кроветворной системы. Но главное – это результат. Ваши собственные силы мобилизируются, и организм начинает справляться сам. Сейчас сезон повышенных нагрузок – это не просто добавка, а реальный инструмент, чтобы укрепить свой защитный барьер по-настоящему. И сейчас вы можете легко его приобрести. Я настроил скидку на озон, чтобы вы могли заказать синтезит иммуноактив быстро и с гарантией от официального поставщика. Ссылка для заказа уже ждет вас в описании под видео. А по промокоду Виктор30 перед оплатой вы получите 30% скидки на весь ассортимент синтезита, но промокод действует только до конца декабря. Также обязательно посмотрите раздел «Отзывы на Озон», там много интересных отзывов. Многие скажут, а какие есть у вас на это доказательства? Короче, покажите ваши факты. Ну вот и показываем эти факты. То есть это, например, костные останки. То есть подобные костные останки были проданы на одном из аукционов и были куплены определенными коллекционерами, которые показывают останки единорога. Ну, чтобы вы понимали, что это вряд ли подделка, потому что все-таки аукцион проводил определенные анализы, да и коллекционеры бы просто так деньги не платили. У нас есть еще одна подобная фигурка. То есть фигура единорога, который, кстати, был найден в подвале. Эта мумия сохранилась благодаря тому, что она была найдена в бочке с вином древнего дома. Был засыпан ли этот дом или нет, вопрос остается открытый, но факт остается фактом, что мумия маленького единорога сохранялась в бочке с вином. Она тоже была продана на аукционе. Все ссылки на материалы, как всегда, есть в описании под видео. То есть мы имеем и костные останки, и мумии единорогов, дошедших до наших дней. Но, чтобы вы понимали, что это не просто там мы что-то опять же придумали, нарисовали или просто художники какие-то сделали. Мы берем книги прошлого. Вот книга «Чудеса Святой Земли». Из издания Майнца, 1486 год. На ней изображен кто? Единорог. Ну, кроме тех обычных животных, что мы знаем и сегодня. И в подтверждение этого берем же карты примерно тех же времен. И опять же мы видим изображение в Африке единорога. Бартоломей. Книга свойств вещей. То есть выпущена 1475-1500, то есть перевыпускалась. Здесь описана биосфера прошлой цивилизации. Кроме обычных животных, известных нам и сегодня, мы видим даже два вида каких-то единорогов. То есть в нижней части небольшой рог, небольшой единорог по высоте, и в верхней части более крупный единорог и его рог, соответственно. То есть, а ведь это книги описывают биосферу прошлого. Это не просто там мы там сказки, мифы, легенды вам повествуем. Биосфера прошлого. Вот лисица и синица, и два вида единорога. Бодлен, книга тюдоровских узоров, 1504 год. Здесь мы видим этих двух единорогов как часть биосферы прошлой цивилизации. Описание природы четвероногих зверей, 1678 год. Опять же, мы видим множество видов единорогов, которые знают прошлая цивилизация, их описывают, говорят, что это просто часть биосферы. И там описано как минимум 8 видов единорогов. То есть
Но опять же, что они их придумали? Они описывают просто то, что видят, то, что знают. А нам же об этом ничего не известно. То есть для нас это легенды, мифы, сказки. Еще одна книга, описывающая биосферу прошлого. Опять же, мы видим множественные виды, типы единорогов, которые известны, а мы про них вообще ничего не знаем. Где жили, чем питались, но об этом знают книги прошлого. Михаил Берхард, Валентини, то есть это годы жизни его похожи, 1657-1729. Единорог и нарвал, то есть подводный единорог и обычный единорог. То есть они понимают, что это совершенно разные единороги, они просто скелеты каких-то подводных единорогов собрали и описывают их в этой книге. Еще одна книга, опять же, описывается, как живет единорог, чем питается, как его содержать. Ну, таких книг масса. Все ссылки на материалы в описании под видео. Если вы нашли тоже подобный материал, можете оставлять ссылку под видео. Казалось бы, что вы поняли, что это не просто придумка. Мы видим одну из книг, описывающих жизнь Александра Македонского. Книга вышла 1338-1344 год. И мы видим рядом с Александром Македонским дракончик и его любимый единорог, на котором он и совершал все свои походы. То есть, когда мы продолжаем изучать этот вопрос, и мы видим описание путешествия Македонского, то мы видим, что его лошадь, этот Буцефал, он единорог на самом деле. И там, как вы знаете, Македонский сражается и с циклопами, и с гигантами, и с множественными другими видами, в том числе и с другими видами единорогов. То есть эти различные источники показывают, что единороги существуют, являются биосферой прошлого, и даже, как говорится, большие руководители пытаются себе выбрать этого коня, единорога, чтобы на нем как бы совершать свои подвиги и выделяться среди всех. Ну, встречают и большие стада единорогов, и с ними воюет тот же Македонский. То есть это передалось по наследству, как бы Цезарь тоже любил единорога. Вот конь Цезаря из «Триумфа Цезаря», 1514 год. И мы видим, что конь Цезаря тоже единорог. То есть нравится все руководителям ездить на единорогах. Но это самый древний источник, что мне удалось найти. Он датируется 829 годом. Ну, а изображен олень, да единорог. То есть обычная часть биосферы прошлого. Опять же, когда мы изучаем, что жило в прошлых цивилизациях, мы видим необычных животных, необычных людей, дракончиков, ну и единорогов. То есть опять же, когда приходит время так называемых эпоха великих географических открытий, ну типа после Колумба 1492 года, как Америка была открыта, мы видим Миллер, космология, 1519 год, Ближний Восток, единорог. Опять же, Ближний Восток, еще один единорог из той же космологии. Карта Европы, Олафа Магнуса, 1539 год. Ребята любят кататься по льду на единорогах. Ну, там плюс еще какой-то легендарный трехрогий олень. Он птичка какая-то золотая, типа жар-птицы. То есть, фактически сказочное прошлое, забытое прошлое нашей цивилизации. Опять же, эпоха великих географических открытий продолжается. Универсальная космология, 1555 год, Австралия. Трехрогий олень, единорог и еще какой-то вид единорогов. Опять же, описанный в книгах прошлого. Опять же, другая часть Австралии. Даже не будем обращать внимание на то, что индейцы какие-то там белые. Ладно, уже он единорог вверху прячется. А тут какой-то шестиногий варанчик. Опять же, та же Австралия. Опять же, мы видим индейцев каких-то неправильных, белокожих. Ну и прячется в растительности где-то единорог. Вот такое наше прошлое. Ну скажете, а что ж тут, например, на территории России было? Монте-Урбана, карта мира, 1587 год. То есть это где-то Сибирь, Дальний Восток. И там бегают и живут единороги. Ну, а как же в Америке? В Америке тоже были найдены единороги. Вот, пожалуйста, иллюстрация из Америки, где, пожалуйста, опять же, у руководителей каких-то эти единороги составляют основу их, как бы, колесницы. Они ее тянут. Книга Америки вышла во Франции 1670 год. Здесь мы неправильные белокожие индейцы. Ну и единорога они ведут. То есть не все то, что мы знаем, мягко говоря, правда. То есть нам больше правда составляет наше сказочное прошлое. Руины Персеполя, Шумер. Опять же изображение тигра и единорога. То есть это 1776 год вышла книга с этим изображением. То есть опять же Ближний Восток, опять изображение различных видов, типов животных, известных нам, и единорогов нам неизвестных. Корея, музей Гимы, династия
одна из династий, то есть когда изображено непонятно, то есть от 14 до 19-20 века это изображение, ну там два единорога, конечно, особо, в их любимом стиле типа драконов, но видно, что это единороги. Козьма, Индикпол, христианская топография, опять же изображается единорог, пожалуйста. И таких изображений масса, когда люди взаимодействуют, владеют единорогами, они им служат. Ну, почему-то они служат в первую очередь женщинам, а мужчины их почему-то в первую очередь хотят уничтожить. Хотя в описании тот же единорог, он является не просто каким-то добрым существом, он вообще-то может при помощи рога и убить. Поэтому нет ничего удивительного, что на многих гравюрах рыцари борются с единорогами и фактически их уничтожают. Но таких фактов из прошлого, где то, что мы знаем, мягко говоря, сегодня нам недоступна информация не только о единорогах, но и о технологиях прошлых цивилизаций, которые тоже были сказочными, но и тех существах, которые жили в прошлых цивилизациях. То есть были ли это последствия генетических мутаций или какие-то иные формы жизни, вопрос еще открыт, нужно изучать, но, как вы видите, прошлое содержит намного больше информации, которая нам неизвестна, оно действительно больше похоже на сказочное прошлое, и поэтому мы изучаем сказки, легенды и мифы, изучая их, мы понимаем, что можно фактически утверждать, что это реальное сказочное прошлое нашей цивилизации, которая погибла где-то в 16-17 веках, а кто-то говорит, что в 19 веках как бы продолжали добивать всю эту информацию, все эти древние технологии, древних людей, древних существ, для того, чтобы мы были отрезаны от прошлого и не знали, что же там происходило. А не знаешь прошлого, не имеешь будущего, потому что не в состоянии управлять, а будешь повторять те же самые ошибки. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.